этом гнезде. Будет воспитывать. Принимай. 10 штук будет. Закон подлости. Наблюдать. Так делать нельзя. Уже есть яйцо. Проверяю, что тут в домике. И смотрите, что тут у нас. Вот все мои яйца. Кто это делает? Конечно же, это делает кот. Это делает кот. Куры так не делают. В этом домике у меня есть гнезда с яйцесборниками. И вот пришло время их сюда поставить. Там тоже есть скат яйца в яйцесборник. И если они приучены сюда нестись, то они в эти гнезда пойдут, и яйцо будет скатываться. Я вам покажу, как выглядят эти гнезда, когда я поставлю. Сюда поставлю и покажу вам, как это все работает и как это выглядит. Это домик, вот видите, направляющие. Сюда вставляются выдвижные гнезда с яйцесборником. Пришло время сюда их поставить. Ну как трава? Нет времени на траву, но без этого я не оставляю кур. Трава обязательно. Каждый свой приезд обязательно кашу вот такую красоту. Смотрите. Ну, крапива есть, смотрите. Хотите? Никто не хочет. Вот так. Вот такая красота. Наелись травы. Скажите, надоело ты с травой своей? Смотрите, как зарастает спинка у этой курочки. Видите, красиво как? Еще пару недель, и она будет красотка. Это очень старая курочка, которой больше 4 лет. Она у меня есть на видео. Очень старых видео. Так вот у нее зарастает. Обычно у нее так зарастает спина в момент, когда она насиживает яйца. Вот когда она становится квочкой, она ухаживает за цыплятами, кушает комбикорм цыплячий. И она такая красивая после декретного отпуска выходит. А в этом году она, смотрите, не квактала. И вот она быстро сама зарастает уже. Трава есть у всех кур, у индюков, у фаверолей. Немножко и у шелковых есть. Они не особо любители травы. Не знаю почему, но что-то они не очень сильно любят траву кушать. А тут траву обожают. И уже приходит время, скоро буду объединять уже. Скоро буду объединять эти два вольера. Буду освобождать центральный вольер для цыплят. Тот, кто смотрит мой канал давно, знает, что цыплят я выращиваю отдельно от основного стада кур. И растут они у меня отдельно. И начинают нестись тоже, сидя отдельно. И я рассказывала вам, что это способствует раннему снесению яйца. Потому что старые куры, как ни старайся, они все равно будут отгонять
молодых цыплят от кормушки, они будут их клевать, они будут их обижать. Поэтому вот так я уже очень давно выращиваю цыплят. Они у меня сидят отдельно в центральном вольере. Курятник у меня состоит из 3 отделов. И вот центральный вольер я отвожу для цыплят, для выращивания цыплят. Мои цыплята уже подрастают, им становится тесно. И уже нужно готовить 2-й вольер для переселения. Прежде чем переселить цыплят, я всегда рассказываю, обязательно нужно провести санитарную обработку помещения. Несмотря на то, что они будут жить рядом с курочками, все равно обязательно стены нужно обработать известью, пол хорошо вымыть, обработать и только потом заселять цыплят. Очень многие меня спросили, а где же петушки? Петушки на месте. Просто я их, когда приезжаю, выпускаю на волю. И они ходят по траве, гуляют. А потом, когда уезжаю, я их назад сюда заношу и закрываю. Но вот сейчас я вам их показываю. И буду этих петушков отдавать. Решила их просто отдать, подарить, потому что мне нужно это помещение освободить для курочек, которых я сегодня купила. Поэтому петушков отдаю, дарю соседям. Ну а курочку никому не отдам, курочка остается мне. А в этом помещении на карантине будут сидеть у меня курочки-несушки, которых я сегодня купила. Все, освобождаю помещение это. И покажу вам курочек. Курочек-несушек, о которых я вам говорила. Я уже давным-давно хотела себе таких курочек, которые несут белоснежное яйцо. Меня часто спрашивают, сколько влазит сюда, в эту бункерную кормушку зерносмеси. Вот, смотрите, я сюда высыпала полный мешок пшеницы.
полный большой мешок пшеницы и четверть кукурузы. И эта бункерная кормушка еще не полная. Вот видите? То есть я сюда могу еще один мешок пшеницы высыпать. И сюда еще поместится еще один мешок. Вот такая большая бункерная кормушка. И в зависимости от количества кур, столько дней она может кормить кур в ваше отсутствие. Размеры этой бункерной кормушки я оставлю сверху видео. Есть у меня такое видео, где я замеряю все размеры этой бункерной кормушки. Здесь очень важна высота, глубина и ширина. Потому что, посмотрите, зерна вокруг нет. Рассыпать зерносмесь из этой бункерной кормушки курочка не может. Она не может выгребать ни лапой, ни клювом. Это очень экономная бункерная кормушка. Это уличная бункерная кормушка. Я ее называю двухсторонняя, потому что куры могут подойти с двух сторон и покушать. Для помещения эта бункерная кормушка не подходит, потому что она занимает много места. Она вот такая вот широкая, двухсторонняя. Для помещений у меня есть вот такая пристенная бункерная кормушка. Для помещения она идеальная. Это для экономии места в помещении, компактная и очень удобная. Травы сейчас очень много. Эту траву первую я не сушу на зиму. А сенокос у меня будет уже после первого вот этого укоса. Пока нету такого сильно яркого солнца для сушки травы, первую траву я везу всю в курятник. А уже вторую, когда будет яркое солнце, на которое возможность будет посушить его на зиму, вот тогда я уже буду траву сушить и складывать для зимы. Для первого покоса, вот этого весеннего, не хватит этого солнца для того, чтобы высушить хорошо эту траву для хранения. Трава, которую мы сушим на зиму, она должна очень хорошо высохнуть. Иначе она начнет преть, цвести, и мы сделаем еще хуже, когда мы зимой будем давать своим курам прелую траву. Это еще опаснее, чем вообще не давать эту траву. Это очень опасно. И лучше траву вообще не давать, если трава прелая. Поэтому вот первый покос травы, это все идет в курятник. Все это курочки кушают с удовольствием после зимы. Они соскучились. Всю зиму они ели только сено. Поэтому с удовольствием первую траву, первый покос съедают куры для яйценоскости. Нашла я еще одно яйцо, съеденное араукана под гнездом. И терпения уже нет. Вот про такое гнездо я вам рассказывала. Видите? Это гнездо мы делали сразу с этим домиком. Здесь гнездо со скатом яиц в яйцесборник. У меня, конечно, есть здесь ковролин застелить, но я пока не буду застилать. Пусть будет как бы приближено к тому, что было без этого гнезда. Там точно такой же пол из ОСБ. Поэтому думаю, что это гнездо немножко надо отодвинуть, чтобы вот в их
привычное место. Вот, видите, скорлупа яиц. Чтобы они сюда шли и неслись. И когда курочка снесет здесь яйцо, оно покатится и скатится в яйцесборник. Кот придет, а яйца нет. Вот. Думаю, что это поможет. По крайней мере, надеюсь на это. Все. Давно пора было это сделать. И мне, кстати, писали в комментариях зрители про вот это вставное гнездо у меня в этом домике. Просто руки не доходили раньше. Принесла еще вот такую мелкую траву специально для шелковых и для араукана. Думаю, может быть, они будут кушать вот такую мелкую, мягкую траву. Вот, видите, мелкая, мягкая трава. Может быть, такую будут кушать? Они вообще-то не любители, вообще не любители кушать траву. А это очень плохо. Воду сейчас я принесу, помою ведро. Вот так вот за 2 дня вот так зацветает вода. И каждый свой приезд я мою ведро и наливаю чистую воду. Иногда нет времени это сделать, но все равно это закон. Вода должна быть чистая у кур. Пока временно сидят здесь, это красота для них после клеточного содержания. Ну, вы знаете, когда продают кур, их везде, где попало, держат. Для них это здесь сейчас просто рай. Ну, иду готовить им помещение, пока они тут осваиваются. Выпустила курочку погулять. Смотрите, сколько сена. Вот столько сена нужно индюкам оставлять обязательно. Это травоядная птица, и без травы она жить не может. Может, конечно, но нежелательно. Ну и оставила петушка пока вот этого. Может быть, еще кому-то его подарю. Вот так вот подготовила я вольер. Перестелила полностью всю подстилку, поменяла. Поменяла воду. Осталось только принести корм. И получается у меня, что мои новые курочки, которых я купила, будут жить в этом вольере с этим петушком и курочкой. Сразу говорю, что это делаю я неправильно. Я думаю, что вы знаете, что куры, которые куплены на базаре, должны обязательно пройти карантин. Где-то неделю-две они должны быть отдельно закрыты. И ни в коем случае нельзя купленные на базаре куры или цыплята соединять со своим поголовьем. Это делается для того, чтобы выявить заболевания, которые есть у этих купленных кур. Конечно, мы очень все хотим, чтобы куры были здоровые, которые мы купили, но не всегда так получается. И если сразу ввести в общее стадо купленных кур, даже если куры будут здоровы, то вероятность выживания 50%. Обычно новых кур, старые куры бьют и очень жестоко. И куры новые могут погибнуть не от какой-либо болезни, а просто от физического удара старой курицы. Поэтому для того, чтобы этого не было, новые куры должны привыкнуть к вам, а вы должны привыкнуть к ним. То есть надо за этими курочками присматривать, наблюдать. И если какие-либо отклонения в поведении этих кур, принимать меры. Если все будет отлично, курочки здоровы, не чихают, не кашляют, и все с ними хорошо, они хорошо кушают, и гребешок у них в нормальном состоянии, то
Когда пройдет 2 недели, если есть такая необходимость, можно этих курочек соединять со своим стадом кур. Но, к сожалению, у меня такого отдельного помещения нет. А вот как раз петушок и курочка, они одного возраста с этими курочками. И приблизительно одного возраста, плюс-минус неделя, 2. И поэтому они хорошо вместе посидят. Конечно, так делать нельзя. Я иду на такой риск. Буду надеяться, что купленные куры здоровы. По крайней мере, по внешнему виду я могу об этом сказать. Вам такого никто не покажет. А у меня на канале вы увидите все как есть. Вот я приехала, смотрите. Вот такая грязнота. Решила вам показать. Все показываю как есть. Сейчас буду все это убирать. Застилать чистую подстилку. Ну, а вот посмотрите, какой ценой достаются вот такие цыплята. Вот так вот быстро они растут. И, естественно, очень много помета. И каждый раз, когда я приезжаю, вот за несколько дней вот такое творится. Все, убираю быстро и покажу, как уже будет чисто. А теперь чисто и красиво. И самое главное, сухо, потому что подстилка со временем становится влажной. Повышенная влажность у цыплят – это развитие всяких бактериальных заболеваний. Поэтому чаще убираем, здоровее будут наши цыплята. Вот так разделились на 2 части. Вот такие они шустрые. Очень много петухов. Гребешки уже отрастают. И я подумываю отсадить прямо в таком возрасте петушков отдельно. Для того, чтобы курочка развивалась быстрее, лучше и качественнее. И тогда мы первое яйцо получим гораздо раньше. Есть у меня здесь один цыпленок. Вот, ему поранили немножко. Может быть, он где-то об решетку поранился. Я сейчас очень внимательно наблюдаю, чтобы не было, не начался расклев. Вот у голошейки нужно обработать. Обязательно обработать, потому что это может привести к желанию расклевывать друг друга. Там есть небольшая царапина у него, у голошейки. И обязательно надо йодом сейчас обработать. Внимательно смотрим, чтобы не начался расклев. Вот, видите, что у него? Вот у этой голошейки на шее сдерта немножко шкура. Надо обработать срочно. Этим цыплятам ровно месяц. Пропойки никакие пока что я не даю больше. Цыплята у меня на улицу не ходят. Они закрыты в закрытом помещении, без доступа каких-то либо извне инфекций. Не подвергаются ни дождю, ни грязи. Поэтому пока что ничего не даю. Только в воду витамины, аскорбиновую кислоту. В бак с водой добавляю аскорбиновую кислоту. На кончике ножа на 1 литр воды. Мои цыплята выпивают уже вот такую большую канистру. Пока меня здесь нет. Ну и уход еще заключается в том, чтобы нужно наполнить бункерные кормушки.
сейчас наполняю 3 бункерные кормушки. И для них это пока, этот объем этих кормушек, для них это достаточно. И это при том, что из этих кормушек потери комбикорма нет. 100% весь комбикорм съедается. А если бы они еще были кормушки, которые продаются в магазине, из них цыплята клювом выгребают корм, то, естественно, таких бы кормушек не хватило бы на дни моего отсутствия. Потому что, ну, 1/3 часть комбикорма была бы в подстилке. А такие бункерные кормушки мы сделали сами из оцинковки. У меня есть видео, как мы их делали. Обязательно мою чашки, чашечные поилки, протираю обязательно, потому что с клюва смываются остатки комбикорма. И в этой воде за несколько дней происходит закисание, что приводит к различным неприятным заболеваниям у цыплят. Поэтому чашечные поилки обязательно нужно мыть. Просто у меня есть специальная тряпочка, отдельная для этих целей. Я, придерживая одной рукой чашечную поилочку, протираю тряпкой, и все. И весь уход. Все, обязательно сверху закрываю сетку, потому что цыплята перелетают. И как только я отсюда выхожу, находятся любопытные летающие объекты. Ну, а здесь цыплят немного, поэтому помета немного, но я все равно убираю. Все равно нужно, чтобы чисто было. Солому использованную собираю и настилаю чистую, новую и сухую. Поставила чистую воду. Здесь тоже у них с аскорбинкой. Аскорбиновая кислота. Это очень хороший витамин и для цыплят, и для кур, и для поддержания всего организма. И я начинаю обращать внимание, что мне кажется, что квочка начинает бить цыплят. Этот момент нужно не упустить и все время наблюдать. Вот квочка пока что яйца не снесла, но она уже начинает издавать такие звуки, которые присущи обычному поведению обычной курицы, но не квочке. Поэтому я присматриваюсь и иногда даже вижу, она немного гоняет цыплят, начинает. Это опасно тем, что курица-квочка может даже забить цыпленка до смерти. Да, это очень такой опасный период, когда она уже их воспринимает не как детей своих, а просто как чужих кур. Обычно это происходит со снесением первого яйца, но первого яйца пока я не вижу, не было.
мечта. Наконец-то будут белые яйца. Это те куры, которые несут белые, белоснежные яйца. Когда их собираешь, получаешь неимоверное удовольствие. Они как фарфоровые чашечки хрустят такие. Китайские фарфоровые чашечки, знаете, как хрустят? Вот так вот у них яйца. И, между прочим, да ты что, вот и будет яйцо уже. Хотела, планировала 3 штуки купить, 3 курочки. Пока я думала, прихожу, а это уже остатки, уже разобрали всех. И осталось 4. И продавец предложил забрать всех и сделал большую скидку. Стоили они по 270 гривен, отдал он по 250. И вот за 4 курочки получились у нас 1000 гривен. Курочки уже начали нестись. Рядом у него уже лежали яйца. Мы слышим, что курица начинает уже разговаривать. Гребешок на бочок. Это признаки того, что скоро будет яйцо. Вот гребешок на бочок. Все, не буду мучать, несу их в вольер. Петя, принимай, смотри, какие невесты. Как они похожи на тебя. Иди посмотри. Петь. Нельзя, карантин. Карантин. Идем на карантин. Посидят 2 недельки. Посидят 2 недельки. Отдельно. И потом все будет хорошо. Ну куда ты пошла? А ну выходи быстро. А ну выходи. 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 Так, выпускаю. Звездный час. 1, 2, 3. Словить их нереально. Я их еле словила. Вы что? Эта птица на карантине? Я их еле словила. Все, Петя, ну-ка разбирайся. Невесты. Оставила вот этого петуха для того, чтобы он их формировал стадо, чтобы он их обучал, чтобы он ими руководил, чтобы они не были вот такие кипишные, бесхозные птицы. Потому что у них и характер такой очень кипишной. А с петухом сейчас он их научит, как себя вести, и все будет хорошо. Выпустила индюшку специально, чтобы она поела травы. Она у меня уже гуляла, но еще раз. Так, смотрите, прекрасное гнездо. Зачем нести в курятник, если можно просто за дверью? Молодцы. Так, не бойся, не бойся. Я сейчас заберу яйца и уйду. Так, что у нас тут? 3 яйца марана. Одно яйцо марана теплое прямо. Грязные, ничего. Ничего страшного. Так. Вот у меня есть квочка сейчас на данный момент. И вот единственное, что бы я сделала, то вот положила бы под нее яйца марана. Хотя бы штук 10 соберу. И, наверное, посажу ее просто чисто на мараньи яйца. И заодно интересно мне, будет ли оплод проверить моего петуха марана. Все. Здесь собрали яйца. Идем дальше. Индюшиных 6 яиц от 3 индюшек. А вот это соседский кот.
И подозреваю, что именно он ест яйца шелковых и араукана, потому что очень часто я собираю яйца, а он сидит за вольером, за домиком и очень смачно облизывается. У меня почему-то догадки, что делает это именно он. То есть уже не Маруся ест, а ест вот это соседский кот. Заберу сейчас сразу яйца, пока кто-то не забрал их вместо меня. Так, будем доставать. Отходи. Одно. Это уже давно, наверное, лежит яйцо. А вот это свеженькое, чистое. Чистая, свеженькая, наверное, сегодня снесла курочка. Так, это ведро на место поставлю. Все. Что же там такого интересного? Интересно, да? Что там в ведре? Куры, которые кушают яйца, они бы уже начали клевать яйца. Но при виде яиц они просто рассматривают. Поэтому в этом вольере можно сделать вывод, что куры не едят яйца. Сегодня нет времени на уборку в вольерах. Поэтому собираю яйца и только уберу в гнездах. И больше в курятнике сегодня делать ничего больше не буду. Собираю. На мусоре, видите, как задерживается, не катится. Но если это 3-4 дня, то это нормально. То есть количество такое мусора, которое еще позволяет яйцу хорошо попасть в яйцесприемник, яйцесборник. Вот. А уже со временем, конечно, видите, как скапливается мусор. Вот, смотрите, как несет. Опять она несет. Опять у нее яйца. Видите? Какая хорошая курица. То есть это ген зеленого яйца от Амираукана и очень хорошая продуктивность от моей чубатой курицы. Вот такая помесная курочка у меня. Уже ей пошел какой? 3-й год. И сейчас покажу вам курицу. Смотрите. Видите, это квочка. Сейчас попытаюсь ее достать. Выходи, выходи, надо ходить, гулять. Давай. Ну, давай, выходи. Выходи, выходи. Выходи. Боюсь ей шею сдереть. О, смотрите, смотрите. Смотрите. Самая настоящая квочка. Вот так. Вот. Ну, иди покушай, иди. Иди, покушай. Так, сходила в туалет. Очень хорошо. Нет, ты покушать должна. Предложу ее соседке. Если она захочет, то эту квочку дам на прокат. Так я уже делала.
И ничего в этом плохого нет. Эта соседка хорошая, ей можно дать. Пусть покушает. Я иду собирать яйца дальше. Конечно, чешутся руки у меня здесь убрать, но нет времени. Сейчас самое главное — огород. А курятник подождет. Иду в первый вольер. Здесь соберу яйца. Здесь два. Здесь тоже сидит квочка. Смотрите, перьев уже больше. С каждым разом все больше и больше она рвет перьев. Вот на яйца марана, их будет немного, я, может быть, ее и посажу. Идем покушать сходишь тоже. Пошли. Пошли. Ну, покушать же надо. Надо покушать, попить. А потом будешь сидеть. Иди, поешь. Вот так вот я снимаю квочек с гнезд. И они кушают. В гнезде у нее вот такое резиновое яйцо прикручено. Это для того, чтобы куры знали, куда нужно нести яйцо. А для курицы квочки это яйцо сработало как приманкой на насиживание. То есть она вот сидит, и она думает, что она обогревает яйцо. Настоящее яйцо она думает. А это на самом деле просто резиновое яйцо. Идем дальше. Погуляет, поест траву. Иду за яйцами. Шелковых кур и араукана. Гнездо я показывала. Я поставила вот такое гнездо здесь. И надеюсь, что они будут здесь нестись. Но вот тут еще у меня такое гнездо. И вот это яйцо шелковое. Именно то, которая сработала на снесение вот этого яйца. Когда я пришла, обнаружила вот это яйцо, я его положила вот так, с краюшку, просто чтобы его куры видели. И вот так ушла. Здесь в гнезде яиц не было. И араукана увидела это яйцо и сразу же снеслась. Видите как? Все это работает. Есть куча методов научить курицу нестись вот в такое гнездо с яйцесборником. Вытрушиваю солому, потому что она будет препятствовать скатыванию яйца. И вот там, если будет лежать яйцо, не скатится, то курица или кот может скушать. Все. Здесь пока все. Квочка сбила с толка. У меня же здесь еще есть гнезда. А я забрала верхних. Здесь ничего не забрала и пошла уже дальше. Смотрим здесь. Ну, как закон подлости. Только Пасха скоро. И все, яиц, видите,
6 яиц. Ну, надеюсь, что будут. Еще к Пасхе неделя, нанесут на Пасху. Все, уже нагулялась, нагулялась. Что-то ты быстро. Вот на яйцах марана она у меня и посидит. Еще соберу за 2 раза. И все, и можно будет. 10 штук будет. Здесь собрала. Так, в этом гнезде. О, в этом гнезде 3. Вот единственная курица, которая несет у меня вот такое белое яйцо. Но это не легорн. Это другая курочка. Даже не знаю, наверное, помесная с какой-то курицей. Вот она единственная у меня несет вот такое белое яйцо. Но хочу сказать, у легорнов еще белее яйцо. Вот есть оттенки белого. И вот у легорна яйцо еще белее, чем вот это. Ну, надеюсь, что теперь у меня тоже будут белые яйца. Все, вот такая красота. Готовимся к Пасхе. Яиц надо много на Пасху. На Пасху я пеку обычную сдобную дрожжевую Пасху и очень вкусную сырную Пасху. И вот на эту сырную Пасху идет очень много яиц. Открыла клубнику, убрала спанбонд, чтобы пчелки полетали на цветочках. Потому что скоро уже будет клубника. И уже тепло у нас, солнышко. В ближайшее время будет тепло. Поэтому убрала спанбонд. И пусть пчелки опыляют цветочки. Опять привезла рассаду. Привезла. И уже понемногу досаживаю. И хотела вам показать. 2 дня назад я посеяла базилик. Посмотрите. Вот какая необходимость дома спешить сеять базилик. Он долго сидит, не всходит, потом взойдет, страдает. Вот так вот в теплице на 2-й день всходит без проблем базилик.
вернее через 2 дня. Высаживаю уже помидоры частично, не все, частично высаживаю в открытый грунт. И преимуществом того, что выращивается помидор в индивидуальном стакане, это то, что я могу посадить эту рассаду даже когда пекучее солнце, прямо в обед. И этому помидору ничего не будет, потому что не нарушается корневая система, и помидор не травмируется. Естественно, от палящих лучей я прикрываю вот так ящиками хотя бы на неделю, на 2. Это для того, чтобы не было солнечного ожога листьев. И эти ящики пластиковые мне очень помогают в посадке всей рассады. И капусты, и баклажанов, и помидоров. И вот так вот я высаживаю. Частично уже начала садить помидоры в открытый грунт.